Русская земля знала много потрясений. Борьбу за власть, нашествие иноземных орд, природные катаклизмы, тиранию, голод. Но ни одно из этих бедствий не доставляло столько страданий народу и государству, сколько приносили гражданские войны, внутренние неурядицы и безвластие. Одной из самых страшных бед в русской истории стала Великая Смута, охватившая Россию в начале XVII века. После смерти последнего царя из рода Рюриковичей страна оказалась ввергнутой в жуткую пучину хаоса и беззакония. Ее буквально рвали на части и внутренние распри, и воспользовавшиеся ситуацией иностранные интервенты. Еще ни разу Русь не оказывалась столь близко от полной гибели. Спасти ее могли только общее согласие, вера и мужество тех воинов, которые встали на ее защиту. Алёшку разбудили затемно. Спросонья он решил было, что в Москве случился пожар, такой переполох в Слободе. Но ему растолковали. Пришло распоряжение стрельцам собраться у Белого города, быть при полном параде и с оружием. Значит, готовится что-то важное. У стен Белого уже выстроились рядами все стрелецкие полки. Начальство подъезжало, о чем-то переговаривалось со стрелецким головой и снова пропадало из вида. Едва солнце начало всходить, стрельцы двинулись на Красную площадь. А в Москве ударили колокола. Алёшка Скоморохов, как и остальные, напряженно всматривался в кремлевские ворота. Вот-вот оттуда появится человек, которому суждено стать новым русским государем. В сентябре 1598 года на царство венчался Борис Федорович Годунов. Со смертью царя Федора, сына Иоанна Грозного, пресеклась династия Рюриковичей, а вместе с тем зашатались самые устои русского государства. Произошло то, о чем еще несколько лет назад невозможно было и подумать. На московский престол сел человек не из рода Рюриковичей. Годунов Борис Федорович, из боярского рода, выдвинулся на первые роли при дворе Ивана Грозного. Выдал свою сестру Ирину замуж за царского сына Федора Ивановича. А когда Федор занял московский престол, Годунов стал его главным советником, сосредоточив в своих руках все рычаги управления страной. Многие боярские роды были союзниками Годунова. Другим его имя внушало почтение или страх. После кончины царя Федора Иоанновича Земский собор избрал монархом именно Бориса. Земский собор – совет выборных делегатов ото всех сословий, исключая холопов и крепостных крестьян, и со всех областей русской земли. Впервые был созван Иваном Грозным. Собирался по особым случаям для обсуждения дел общегосударственной значимости. Царь Борис правил твердо. Отправлял своих подданных на учебу в Европу, закладывал новые крепости и города.
В отношениях с западными державами придерживался мирной политики, но при этом смог вернуть северные города и земли, потерянные после Ливонской войны. Казалось, Бориса ожидали годы успешного правления, а его династию — долгая и счастливая судьба. Но тут ему бросил вызов самый несговорчивый соперник — природа. На 4-й год царствования Годунова проливные дожди и ранние заморозки полностью погубили урожай. В стране начался голод. Хлеба не взошли и на следующий год. В поисках пропитания люди обдирали из деревьев кору. На дорогах лежали трупы. Правительство открыло для голодающих казенные амбары, но запасов не хватало. Хлеб стремительно дорожал. Многие купцы придерживали зерно, чтобы потом продать его еще дороже. В результате хлеб гнил в помещичьих амбарах. Многим казалось, что Бог подает людям знак. На русском престоле сидит неправедный царь. Отчаяние сменилось гневом против Годунова. По стране прокатилась волна восстаний. А в 1604 году Россию облетела ошеломительная весть. По слухам, в польской земле объявился законный наследник престола, сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий Иванович. Алёшка знал историю про царевича Дмитрия с самого детства. О смерти царственного мальчика чего только не рассказывали. Некоторые шептались, что убили мальчика по приказу Годунова. Другие вовсе не верили в гибель царевича, утверждая, что наследника спрятали, а похоронили другого ребенка. С годами о несчастном Дмитрии стали забывать. И вдруг его имя вновь прогремело по стране. Теперь уже и Алёшка сомневался. А что, если правда выжил? Царевич Дмитрий. Младший сын Ивана Грозного от царицы Марии Нагой. 6-й, по другим источникам, 7-й жены царя. При том, что церковные правила позволяли жениться не более 3 раз. Церковь не одобряла этого брака, но Дмитрия могли признать законным сыном и членом династии при отсутствии других наследников. После смерти Ивана Грозного годовалому царевичу отдали в удел Угличское удельное княжество, где он и жил вместе с матерью. Однако законный наследник престола был серьезной угрозой для Бориса Годунова, который рвался к трону. Прошло 7 лет, и в мае 1591 года 8-летнего царевича нашли во дворе с перерезанным горлом. Мария Нагая не помнила себя от горя. В Угличе вспыхнул бунт. Толпа растерзала людей Годунова, на которых пало первое подозрение в убийстве. Вскоре следственная комиссия во главе с князем Василием Шуйским огласила свой вердикт. Царевич умер своей смертью, а причиной стал несчастный случай. Было известно, что Дмитрий страдал эпилепсией. Согласно версии следствия, во время игры в ножички он забился в припадке и пронзил себе горло острием ножа. На этом расследование завершилось. Мать царевича, поднявшую бунт, постригли в монахини, а тех, кто участвовал в самосуде, наказали. Наказан был даже колокол, который созывал мятежников на площадь. У него отрезали язык, били его плетьми и сослали вместе с бунтовщиками в Сибирь. Вернули ссыльный колокол только спустя 3 столетия. Истинная причина смерти царевича неизвестна до сих пор, но по Руси поползли слухи, что Дмитрий якобы жив и когда-нибудь снова объявится.
Тех, кто поддерживал эти разговоры, пытали и жгли каленым железом. Но когда пришла весть о том, что уцелевший царевич находится в Польше, многие охотно в это поверили. Спор о том, кем был Лжедмитрий I, человек, назвавшийся сыном Ивана Грозного, ведется уже несколько столетий. Его считали незаконно рожденным сыном польского короля Стефана Батория, запорожским казаком, румыном и даже итальянцем. Правительство Годунова объявило, что самозванец – это Гришка Отрепьев, слуга опальных бояр Романовых, а впоследствии беглый монах Чудового монастыря. Эта версия до сих пор считается наиболее распространенной. Так или иначе, в 1603 году в Польше объявился молодой человек, который именовал себя московским царевичем Дмитрием и рассказывал историю чудесного спасения. Польские аристократы распознавали в юноше самозванца, но вежливо его выслушивали. Лжедмитрия представили королю Речи Посполитой Сигизмунду III. Тот не стал оказывать ему публичную поддержку, поскольку вовсе не собирался ввязываться в открытую войну с Москвой. Однако негласно признал Лжедмитрия законным претендентом на русский престол и разрешил ему вербовать сторонников. В обмен король потребовал в случае прихода самозванца к власти отдать Польше смоленские и черниговские земли, оказывать покровительство католической вере, а затем и способствовать подчинению русских земель Речи Посполитой. Лжедмитрий согласился. Польские шляхтичи не спешили снабжать самозванца людьми и оружием. Удачу ему принесло знакомство с сандомирским воеводой Юрием Мнишиком, который отдал в его распоряжение большой отряд наемников. Лжедмитрий, в свою очередь, пообещал Юрию жениться на его дочери, Марине Мнишек, и вручить ей в качестве свадебного подарка Новгород и Псков. В октябре 1604 года лжецаревич в сопровождении наемной армии перешел границу. Русские встречали его с ликованием. Недовольство голодом и правлением Бориса Годунова достигло высшей точки. Под знамена самозванца переходили крестьяне, казаки и даже дворяне. Лжедмитрию открыли ворота Чернигов, Путивль, Курск, Севск. Верных Борису людей убивали или выдавали на расправу самозванцу. Ход событий для самозванца превосходил самые смелые ожидания. Но тут взбунтовались наемники. Они не получили обещанного жалования, а Лжедмитрий запрещал грабить местное население, дорожа славой справедливого царя. Большинство поляков вернулись домой, а один из них бросил псевдоцаревичу: «Поскорее бы тебя посадили на кол». Но уход поляков лишь сыграл на руку авантюристу. Теперь даже те, кто поначалу считали самозванца польской марионеткой, переходили на его сторону. Годунов, встревоженный беспорядками, отправил на запад войска. Бой состоялся в январе 1605 года у села Добрыничи, неподалеку от Севска. Алёшка Скоморохов впервые участвовал в настоящем походе. Войско вел сам главный воевода князь Федор Мстиславский. Вот появились конные отряды мятежников. Стрельцы укрепились за повозками. По команде ударили пушки, выкашивая целые ряды противника. Затем стрельцы открыли ружейный огонь. Сквозь
Сквозь дым Алёшка заметил необычного всадника. Лицо голое, безбородое, волосы рыжие, малого роста. Да это же он, самозванец. Точь в точь, как его описывали. Одна из стрелецких пуль даже задела лошадь под Лжедмитрием. Враг был разгромлен. Десятки знамен, артиллерия, тысячи пленных. Все это досталось победителям. Поляков отправили в столицу, а пленных русских повесили как изменников. В Москве поторопились объявить, что война закончилась победой. Но торжествовать было еще очень рано. Медлительность Федора Мстиславского не дала захватить Севск, занятый самозванцем, а мятеж перекинулся на новые территории. Лже-царевичу стали присягать пограничные гарнизоны, охранявшие Русь от татар. Весной 1605 года боевые действия сосредоточились вокруг города Кромы. Царское войско осадило крепость, где засели сторонники самозванца. И тут пришла новость. В Москве скоропостижно скончался царь Борис Федорович. На престол взошел его сын, Федор Борисович. Образованный и талантливый юноша мог стать неплохим государем. Однако Федор не обладал отцовским авторитетом и был слишком юным. Удержать власть ему было не под силу. Армия под Кромами взбунтовалась. Одним из зачинщиков мятежа стал воевода Петр Басманов, перешедший на сторону врага. В мае гонцы Лжедмитрия вошли в столицу. Лжедмитрий обещал боярам и дворянам милость, торговым людям облегчение податей, народу покой и благоденствие. Сын Годунова Федор и его близкие были схвачены, а позже убиты. Сестра Федора Ксения стала наложницей самозванца, после чего ее насильно постригли в монахини. Так закончилась короткая история династии Годуновых. Все менялось на глазах. 7 лет Алешка Скоморохов служил Годуновым. И вот уже присягал Дмитрию Ивановичу, которого еще недавно называли изменником. 20 июня 1605 года новый царь торжественно въехал в Москву. Алешка своими глазами видел, как привезли на коронацию инокиню Марфу, бывшую царицу Марию Нагую. Вдова Ивана Грозного, рыдая, обнимала рыжего низкорослого мужчину, в котором она согласилась признать своего сына. Новый царь любил пиры и развлечения, увлекался охотой, разбирался в лошадях и удивлял всех своей начитанностью, и запросто ходил по городу, заговаривая с первым встречным. Сев на трон, он тут же позабыл, что обещал раздать полякам русские земли. Бояре поначалу побаивались нового царя, но со временем осмелели и порой устраивали ему настоящие выволочки. Для раздражения были причины. Самозванец имел страсть к роскоши, а государственная казна пустела на глазах. Вскоре против Лжедмитрия сложился заговор, который возглавил князь Василий Шуйский из Суздальской ветви князей Рюриковичей. Тот самый, который некогда расследовал гибель царевича. Лжедмитрий чувствовал, что над ним нависла угроза, и обратился за помощью к полякам. Под предлогом свадьбы с Мариной Мнишек в Москву прибыл 2000-й польский отряд. Шляхтичи со своей свитой вели себя не как гости, а как распоясавшиеся захватчики. В пьяном угаре они стреляли в воздух, приставали к прохожим, врывались в дома. Вскоре состоялось венчание Лжедмитрия с Мариной. Все, кто присутствовал в соборе, были возмущены окончанием таинства. Оба супруга отказались принять причастие из рук православного священника.
И знатные люди, и московская беднота убедились, ими будет править чета католиков. Такого на Руси не бывало. Заговорщики во главе с Шуйским воспользовались народным негодованием. Ранним утром 17 мая 1606 года они вошли в Кремлевские ворота. В Москве ударили в набат. На улицах стоял крик: «Ляхи хотят убить царя и бояр!» Началось избиение поляков. В Кремле единственный преданный Лжедмитрию человек, боярин Петр Басманов, получил удар ножом в сердце. Самозванец пытался скрыться, но был пойман и буквально растерзан. Часом ранее отреклась от него инокиня Марфа. Она не смогла простить самозванцу разорение могилы подлинного царевича, чтобы скрыть тайну своего происхождения. Днем на Красную площадь вытащили окровавленное тело Гришки Отрепьева. Зазвонили колокола. Народ пришел в волнение. Раздались крики: «Вор! Будь он проклят, самозванец!» Алешка стоял в карауле, сдерживая напиравшую толпу. Тело хлестали плетьми. Страсти закипели с новой силой. Кто-то прокричал: «Бей ляхов!» Толпа бросилась громить дома, в которых засели польские гости. Труп Лжедмитрия сожгли на московской околице. По легенде, его прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону польской границы, откуда он и явился. Новым царем избрали природного князя Рюриковича Василия Шуйского. Казалось, смуте пришел конец, однако настоящие бедствия только надвигались. За пределами Москвы многие отказывались верить в смерть Лжедмитрия. Говорили, что тому удалось спастись, и он еще вернется во всем блеске славы. Не прошло и месяца, как в Путивле поднялся новый бунт. Осенью 1606 года к Москве подошла армия мятежников во главе с Иваном Болотниковым, служилым человеком, который недавно бежал из турецкого плена. Другим предводителем восставших стал рязанский дворянин Прокопий Липунов, который некогда встал на сторону Лжедмитрия. К зиме войска царя Василия Шуйского разбили основные силы повстанцев. Липунов перешел на сторону Шуйского. Армия Болотникова сидела в Туле, осажденная царским войском. Но Русь буквально заполонили новые самозванцы. Некий казак Илейка Муромец выдавал себя за царевича Петра, внука Ивана Грозного, человека, которого никогда не существовало. По Руси гуляли царевичи Лавр, Осиновик и Август, мнимые потомки Ивана IV. Вернулись к жизни даже Борис Годунов и его сын Федор. Объявились царевичи Мартынка, Ерошка, Клементий, Федор, Савелий, Василий, Семен, Гаврилка и некий Недвядко Федорович. Москве они не угрожали, но городки и уезды грабили всласть. Все эти повстанцы нуждались в объединяющей фигуре, и она нашлась. Как и ранее, в польско-литовском государстве появился еще один фальшивый Дмитрий, который якобы спасся от боярской мести. Лжедмитрий II. Его личность и происхождение неизвестны. Многие утверждали, что он был бездомным бродягой, бывшим школьным учителем из белорусского Шклова, который телосложением походил на покойного царя. К тому времени войска Шуйского взяли Тулу. Болотников и некоторые самозванцы были казнены. Дворяне и польские шляхтичи, казаки и оставшиеся без вождей разбойники стекались к Лжедмитрию II. Летом 1608 года его войско подошло к Москве.
Резиденцией Лжедмитрия II стало подмосковное село Тушино, отчего его и прозвали Тушинским вором. Слово «вор» в данном случае имело смысл самозванца и обманщика. Василий Шуйский оказался запертым в столице. Так в стране появились 2 правителя, 2 администрации и 2 патриарха. Правительство Лжедмитрия даже чеканило собственную монету. Алешкин полк стоял в Москве, куда доходили вести из Тушинского лагеря. Самозванец воссоединился с мнимой супругой Мариной Мнишек. Та сделала вид, что признала во втором Дмитрии своего мужа. Казалось, еще немного, и польская авантюристка вернет себе московскую корону. Под властью Тушинского вора к началу зимы находились огромные территории: Псков, Великие Луки, Муром, Суздаль, Углич, Ярославль, Кострома, Владимир, Астрахань. Дух измены проник даже за кремлевские стены. Часть московской знати, не зная, чем закончится противостояние, служила то Шуйскому, то самозванцу. В народе таких искателей выгоды прозвали «перелетами». Царь Василий мог опереться только на самых близких людей. Он отправил своего родича, князя Михаила Скопина-Шуйского, воеводой в Новгород. Тот собрал 5000-е войско, но этого было мало. Тогда Шуйский заключил договор со Швецией. Он пообещал уступить королю часть северных территорий, Карельский уезд. И к армии Скопина-Шуйского присоединились около 12 000 иностранных наемников. Русско-шведское войско начало победоносное продвижение к Москве. Скопину-Шуйскому был всего 21 год, но он показал себя храбрым и талантливым полководцем. Тушинцев разбили под Торжком, Тверью и Калязином. Затем взяли Александровскую Слободу и Дмитров. Лжедмитрию II был нанесен сокрушительный удар. Но царь Василий не знал, что вскоре ему предстоит сражаться с другим и еще более опасным врагом. Польский король Сигизмунд III долгие годы оставался в стороне от событий в России. Чего он не мог стерпеть, так это вмешательство своего кровного врага, короля Швеции Карла IX. Сигизмунд решил, что пришло время самому вступать в игру. Русская смута была удобным предлогом, чтобы вернуть Речи Посполитой утраченные территории, а в случае успеха захватить и саму Москву. Летом 1609 года Сигизмунд III направил войско к Смоленску. Смоленск оставался одним из немногих городов, которые не присягнули самозванцу. И еще в годы правления Бориса Годунова здесь возвели мощную крепость. Строительством Смоленской крепости руководил русский зодчий Федор Конь, который до того соорудил каменные стены московского Белого города. Крепость включала в себя 38 башен и стены длиной в 6,5 километров. Толщина стен составляла от 3 до 7,5 метров, высота от 8,5 до 13 метров. Под стенами, чтобы уберечь крепость от минных подкопов, были прорыты специальные ходы под названием «слухи». В окрестностях Смоленска было неспокойно. Их давно тревожил набегами польский староста приграничного города Велиш Александр Гонсевский. Его люди разоряли деревни, угоняли в плен крестьян, а дворян пытались соблазнить королевской службой. Во главе смоленского гарнизона стоял воевода Михаил Шейн. Шейн Михаил Борисович. Русский полководец, боярин. В юности состоял рындой, охранником и оруженосцем при Борисе Годунове.
один из главных героев битвы при Добрыничах против войск Лжедмитрия I, в которой спас от гибели командующего князя Федора Мстиславского. Участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова и обороне Москвы от Лжедмитрия II. В 1607 году назначен на должность смоленского воеводы. Людей у Шейна не хватало. Чтобы справиться с польскими налетчиками, он набирал в окрестностях отряды, снабжал их оружием и порохом. Стычки с поляками продолжались до сентября 1609 года, когда войско короля Сигизмунда III подошло к стенам Смоленской крепости. Одной только дворянской конницы, так называемых панцирных, в польской армии насчитывалось 7,5 тысяч человек. А было еще от 5 до 6 тысяч пехотинцев и артиллеристов, в том числе литовские татары, запорожцы, немецкие и венгерские наемники. Командовал этими силами коронный гетман Станислав Жалкевский. Поляки располагали превосходной кавалерией. Кроме панцирных, в нее входили легендарные крылатые гусары. Гусарская рота называлась Хоругвью и делилась на копья. Копье, в свою очередь, состояло из товарища, собственно, гусара, и нескольких оруженосцев. Ударным оружием гусара была пика. С ее помощью проламывались вражеские конные и пехотные порядки. Также гусар вооружался саблей, длинным мечом, кончаром и 2 пистолями. К его доспехам крепились 2 больших крыла. Возникла легенда, что при атаке шелест этих крыльев приводил в ужас коней противника. Защищали всадников кольчуги, кирасы и металлические шлемы с плюмажами. Поверх доспехов гусар надевал звериную шкуру – леопарда, тигра, пантеры. Гусарские кони отличались силой и высоким ростом. О том, что король готовится к походу, Шейну донесли лазутчики. Началась подготовка к обороне. Армию разделили на 2 группы. 2000 человек обороняли стены крепости. Эта группа состояла из 38 отрядов по числу башен. Во вторую группу входили 3500 бойцов. Их задача – участвовать в вылазках против неприятеля. Дисциплину Шейн укреплял самыми суровыми мерами. За небрежное несение службы виновному грозила смертная казнь. Чтобы защитить подступы к городу, воевода приказал сжечь Смоленский посад, то есть пригород, окружавший крепостные стены, а посадских жителей переселить в крепость. Теперь подобраться к Смоленску незамеченными поляки не могли. Алешка попал в Смоленск вместе со своей сотней. И теперь сквозь бойницу хорошо видел все вражеское войско. В городе говорили, что гетман Жалкевский отправил Шейну письмо и предложил сдаться. Ответ Михаила Борисовича передавали друг другу взахлеб, не скрывая гордости за своего воеводу. Тот сказал гонцу: «Передай своему гетману, и еще раз такое предложит, мои воины напоят его водой Днепра, то есть попросту утопят». Поляки осадили город. Крылатые гусары поначалу впечатляли. Красиво, что и говорить. Только много ли от них прока, когда нужно брать крепость? Тут необходима мощная артиллерия. Алешка насчитал у неприятеля 30 небольших пушек и лишь 4 осадных орудия. Значит, продержимся. Первый штурм Жалкевский затеял ночью. Один из польских офицеров подобрался к Авраамиевским воротам и подорвал их пороховым зарядом. В пролом бросилась неприятельская пехота, но горожане ждали этой атаки. Несколько залпов, и ряды неприятелей легли прямо у ворот. Штурм провалился, а ворота завалили камнями и землей. Но поляки больше не решались штурмовать город. Постреливали из пушек, но больше для отвлечения внимания.
Главные схватки разворачивались под землей. Противник начал рыть подкопы, чтобы установить под крепостными стенами мины. Защитники Смоленска быстро разгадали и этот замысел. Тут и пригодились подземные галереи, слухи. Из них было слышно, где поляки ведут подкоп. Однажды Алёшке крупно повезло. Он не только засек очередных копателей, но и смог незаметно к ним подобраться. Когда разбирали тела погибших врагов, выяснилось, что он застрелил самого главного польского инженера. Всю зиму войско Сигизмунда осаждало город. Смоленск оставался главным препятствием поляков на пути к Москве. А весной в русскую столицу вошла победоносная рать Михаила Скопина-Шуйского. 12 марта 1610 года ее под звон колоколов торжественно встречали горожане. Рядом со Скопиным стоял шведский полководец Якоб де Лагарди, командир наемного отряда. Узнав об этом, Лжедмитрий II бежал в Калугу, а Скопин-Шуйский уже готовился к походу, чтобы снять смоленскую осаду и уничтожить захватчиков. Но тут произошло событие, которое потрясло жителей столицы и круто повернуло весь ход военной кампании. На царском перу молодой полководец, выпив чашу с вином, упал наземь. Слуги отнесли его домой, где после долгих мучений воевода скончался. Свидетели вспомнили, что чашу ему поднесла жена царского брата Дмитрия Шуйского. Князь Дмитрий, не блиставший талантами, считался наследником престола. Поползли недобрые слухи. Уж не увидел ли Дмитрий в родиче соперника в борьбе за престол? После этого князь Дмитрий сам возглавил Смоленский поход. 24 июня 1610 года две армии сошлись возле деревни Клушино. Численное преимущество было на стороне русско-шведского войска, однако младший брат Шуйского оказался бездарным военачальником. Часть русских полков не выдержала первой же атаки польской кавалерии и скрылась в лесу. Остальные во главе с князем Дмитрием не решались ничего предпринять. Шведские наемники не желали сражаться, пока им не заплатят жалования. Командующий не торопился выдавать им деньги, поэтому против поляков они дрались в полсилы, в отрыве от армии Дмитрия Шуйского, а затем и вовсе перешли на сторону противника. Битва была проиграна. В числе первых с поля боя бежал сам Дмитрий Шуйский. Чтобы задержать противника, он велел разбросать меха и золотые монеты. Поляки бросились собирать драгоценности, и Дмитрий успел спастись, но русскую армию погубил. Теперь неприятелю была открыта дорога на Москву, а в самой столице произошел переворот. Мятежники свергли царя Василия Шуйского и попытались принудительно постричь его в монахи. Когда патриарх не позволил им этого сделать, они выдали арестованного государя полякам. В Москве образовалось новое правительство, в которое вошли 7 членов Боярской думы. Его так и назвали – Семибоярщина. Бояре в надежде остановить войну пошли на сговор с гетманом Жалкевским и предложили избрать новым русским царем сына Сигизмунда, королевича Владислава. Тот так и не прибыл в Россию, однако в столичном Кремле обосновался польско-литовский гарнизон. И тут снова пробил час Лжедмитрия II. Многие видели в нем более приемлемого кандидата на престол, нежели польский царевич-католик. Под знамена Лжедмитрия II стягивалось множество новых сторонников, поскольку его отряды сражались и против поляков. Но вскоре самозванцу пришел конец. Во время охоты его из мести убил татарский князь. Все это время Смоленск продолжал держать оборону.
Весной 1610 года под его стены доставили тяжелые осадные орудия. Новый командующий польской армией Ян Потоцкий надеялся сокрушить с их помощью крепостные стены. 18 июля поляки пробили брешь в одной из башен – Грановитой. Начался штурм. Роты наемников бросились в пролом. Русские воины отбили атаку. Артиллерийским огнем была пробита еще одна брешь. Последовал новый штурм. Поляки захватили Грановитую башню. Но простые смоленские ремесленники, пекари, плотники, сапожники и портные яростным огнем из соседних башен уничтожили атакующих. На несколько недель наступило затишье, а затем Потоцкий предпринял новую попытку взять крепость. Перед штурмом он даже взял со своих командиров подписку идти вперед, не пытаясь уклониться от огня. В итоге поляки несли огромные потери, но не смогли даже приблизиться к стенам крепости. Из Москвы в польский лагерь прибыло посольство вести переговоры о восшествии на престол царевича Владислава. Послы настаивали, чтобы поляки сняли осаду. Те потребовали сдать крепость. Главные люди посольства, князь Голицын и митрополит Филарет, наотрез отказались. Тогда поляки, нарушив дипломатические обычаи, стали обращаться с ними как с пленниками. Послы и тогда им не уступили. Сигизмунд III пригрозил защитникам Смоленска смертной казнью, если они не сдадут город в 3-дневный срок. Ровно через 3 дня защитники Смоленска взорвали минный подкоп под польскими пушками. Значительная часть артиллерии противника была уничтожена. Однако все эти победы не облегчали положение защитников города. Шла уже 2-я зима осады. Запасы продовольствия и дров в Смоленске заканчивались, а рассчитывать на помощь извне не приходилось. Защитники умирали от голода и болезней, но о сдаче города никто не думал. Наступило лето 1611 года. Алешка Скоморохов, уже опытный воин, оставался одним из 200 уцелевших защитников города. Жизни остальных унесли вражеские пули и ядра, голод и цинга. 3 июня неприятель начал со всех сторон обстреливать крепость, а затем ринулся в образовавшиеся проломы. Когда в город ворвались тысячи пехотинцев, защитники Смоленска уже не смогли дать им отпор. Последним центром обороны стал каменный Успенский собор. Алешка, отбиваясь от поляков, видел, как Шейн с горсткой ратников сражается в Коломенской башне. Смоляне не сдавались. Один из горожан подорвал пороховые припасы, которые находились под Успенским собором. Мощный взрыв уничтожил вместе с собором и множество захватчиков. Шейн заперся в башне и долго сопротивлялся. Но когда его силы иссякли, воевода попал в плен. В плену оказался и Алешка Скоморохов. Правда, ненадолго. В ту же ночь стрелец бежал, а в скорости присоединился к полкам, которые шли освобождать Москву, так называемому второму ополчению под командованием нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Уже став сотником, Алексей Скоморохов освобождал от поляков русскую столицу. Там он и узнал о судьбе смоленского воеводы. Король Сигизмунд был настолько взбешен упорством смоленских защитников, что переступил правила военного кодекса чести. Велел пытать пленного Шейна. Смоленский воевода так и не раскрыл имена своих соратников и местонахождение городской казны. Шейна отправили в Варшаву, где возили по улицам как живое доказательство польской победы. Но за эту победу поляки заплатили слишком большую цену. От Смоленска им достались лишь обугленные руины, а воинские потери за 20 месяцев осады составили несколько тысяч человек. Король так и не смог оказать помощь полякам, засевшим в Москве, и возвратился в Польшу. В
В 1619 году воевода Шейн будет освобожден из плена и тепло принят новым царем Михаилом Федоровичем Романовым. Станет во главе войска, чтобы отвоевать Смоленск, однако освободить город не сможет. По возвращении из похода будет обвинен Боярской комиссией и казнен. Спор о вине Шейна ведется историками до сих пор. В октябре 1612 года в Кремль вошли полки Минина и Пожарского. Польский гарнизон сдался. Вместе с изгнанием польских интервентов начало отступать и смутное время. Смутное время принесло в страну небывалые бедствия. Смоленск был утрачен на долгие десятилетия. Часть новгородских земель захватили шведы. С этих территорий ушло практически все православное население. Россия потеряла выход к Финскому заливу. Шведы покинули Новгород лишь в 1617 году. В полностью разоренном городе осталось всего несколько сотен жителей. Количество погибших от войн, голода и болезней практически не поддается подсчету. Во многих уездах размер пашни сократился в 20 раз, а численность крестьян в 4 раза. В некоторых обработанная земля составляла не более 5%. В 1613 году Земский собор выбрал нового царя Михаила Федоровича, который положил начало новой царской династии Романовых. После этого шаг за шагом Русь начала возрождаться к нормальной жизни и возвращать утраченные земли. Эта трудная, но одержанная в конце концов победа была бы невозможной без подвига защитников Смоленска, преградивших врагу дорогу к Москве. В те дни, когда казалось, что погибла сама Русь, их героизм давал надежду всему народу. Утром 10 сентября 1654 года бывшего стрельца Алексея Скоморохова разбудил шум на улице. В Москву прибыл гонец, и радостная новость облетела столицу в одно мгновение. Войска государя Алексея Михайловича взяли Смоленск. 76 лет жил на свете стрелец Скоморохов и 43 года ждал этой вести. Смоленск – город, которому предстояло еще не раз выдержать главные удары наземных захватчиков. Город, ставший надежным щитом российского государства.